Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Сегодня я покажу, как создается хип-хоп бит в приложении GarageBand на iPad или iPhone. И если вам понравится этот бит, вы сможете абсолютно бесплатно скачать проект, ссылка будет в описании под этим видео. А взамен я попрошу вас поддержать мой канал. Подписка, лайк, ну и конечно комментарий под видео. Всем приятного просмотра, погнали! Стоп, чуть не забыл. Совсем недавно стартанул мой авторский курс по созданию музыки на iOS. Это первый курс подобного рода, по крайней мере в России. Ссылку на видеопрезентацию и страничку курса вы найдете также в описании под видео. Ну а теперь точно погнали. Сперва нам нужна какая-то музыкальная основа, и я ее начну с аккордов. Выберу инструмент клавишные, выберу пресет Metallic Bell Atmosphere. Для начала зайду в настройки, BPM выставлю 130. Ну и, конечно, какой же рэп без вокала, поэтому в конце я буду использовать акапеллу. Она у меня в тональности би-бемоль, поэтому для всей работы GarageBand я укажу тональность би-бемоль. Немножко видоизменю пресет. Такой более острый, высокочастотный звук мне подойдет. Зайду в лад, выберу японский. То есть таким образом мы себя ограничиваем в количестве воспроизводимых нот. Метроном активирован, я нажимаю кнопку записи и запишу какую-то предварительную мелодию. Получилось неплохо, но если зайти в MIDI, то мы увидим, что ноты прописаны достаточно криво. Тапаю на MIDI-клип, захожу в настройки, выбираю Quantize. 1/16 ноты. 2 тактов мне будет достаточно, поэтому сокращу длину лупа. Далее выберу функцию Loop, и мелодия будет повторяться все 8 тактов. Далее звук немножко подкручу, заходим в настройки. Чуть переберу высокие частоты, беру низкие частоты, то есть звук более глухой сделаю. Очень важно, чтобы в будущем он не конфликтовал с вокалом. И чтобы как-то немножко оживить звук, я добавлю дополнительно несколько плагинов. Захожу в плагины Equalizer, выбираю «Править». На новый слот добавляю отдельный плагин в формате AUV3. Очень рекомендую аудиоэффект от компании Bliss. На некоторые из них у меня есть обзоры на моем канале, обязательно посмотрите. Первым эффектом я добавлю Slow Machine. Это плагин, который понижает высоту тона. Вот мы слышим, как он понизил звук. Но единственное, драйвет я сделаю 50%. И добавлю еще один аудиоэффект, Bliss Chorus. Вот последний пресет мне нравится. Но драйвет сделаю поменьше. Далее добавлю еще один инструмент. Это также будут клавишные. Зайду в пресеты. Выберу категорию клавишные. Мне понравился вот этот пресет Hit Record Marimba. Также выберу лад японский. Зайду в аудиоэффекты, немножко докручу звук, также приберу высокие частоты, уберу низкие, добавлю эхо и реверб. Жму запись и дописываю аккорды. Вот буквально парочка аккордов будет достаточно, чтобы добавить красок к нашему основному аккорду. Немного отредактирую ноты. Ну а чтобы сделать максимально интересное звучание, я еще раз продублирую канал с аккордами 1 и сниму с него хорус. На данном звуке он мне не понадобится. Не изменяя никаких настроек, я захожу в арпеджиатор, нажимаю «Запустить». Если я зажму сейчас несколько нот одновременно, получается вот такой красивый арпеджио. Какие бы я ноты ни нажимал, так как мы находимся в японском ладу, все будет звучать кайфово. Нажимаю запись. Все, основная тема готова. Двигаемся дальше. Далее следующий инструмент я добавлю барабаны. Выберу ударный бит-секвенсор. Из готовых пресетов я выберу вот в самом начале списка, называется 808 Flex. Паттерн очищу, выберу самый первый пустой бланк. Пропишу очень простой ритм.
бочка, снейр. Захожу в настройки MIDI, добавлю еще один такт, выберу 32 шага. Вот в этой части перемещусь на второй такт, и здесь немножко поменяю рисунок. Нажимаю кнопку записи, записываем барабаны. Двух тактов будет достаточно, лишнее обрезаю, выбираю луп. Основа для бита готова. Хай-хеты я возьму в готовых сэмпл-паках. Кликаю вот по этой иконке, захожу в Apple Loops, выбираю инструменты, все барабаны. Жанр выберу хип-хоп. Немного поискав в библиотеке, я нашел неплохой луп, который называется Clicky Hi-Hat 03. Находится в новом паке Arsenal 808. Добавлю его на новую дорожку. Следующий инструмент будет саб-бас. Выберу синтезатор Alchemy, выберу вот этот пресет. Также укажу лад японский и пропишу простой рисунок для баса. Добавлю еще парочку инструментов. Следующий на очереди будет pad, также синтезатор Alchemy. Мне понравился этот пресет. Лад выставлю, как обычно, японский. Запишу буквально один аккорд. Ну, по сути, бит уже практически готов. Добавлю еще один инструмент. На этот раз это будет этнический инструмент. Выберу китайский уджен. Ну и попробую как-то в произвольной форме добавить немножко колорита. Чуть подредактирую ноты. Сделаю небольшую предварительную аранжировку. Нажимаю вот этот плюсик, дублирую секцию, то есть вот эти 8 тактов, еще раз дублирую и еще раз. Выбираю все секции. Ну вот, по идее, у меня, по сути, есть 3 одинаковые партии. Сейчас я добавлю акапеллу и сделаю небольшую аранжировку. Ну и вот что в итоге получилось. Я добавил вокал, сделал предварительную аранжировку, отдельно вступление, отдельно куплеты. На вокал я добавил немножко эффектов, эхо, реверберация. Давайте послушаем, что получилось. She said, Lord, forgive them. She said, sinners are sinners. They do not know what they do. They do not see their mission. What the people like, what they really want to know. Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you should have known? Ну вот, получился у меня вот такой набросок. Поделитесь в комментариях своими ощущениями и мыслями по поводу этого бита. Если это видео было вам полезным и интересным, не забудьте подписаться на мой канал, поставить палец вверх к этому видео. Ну а для тех, кто хочет поддержать мой канал материально, ссылка на донат будет в описании под этим видео. Всем спасибо за внимание. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.